Привет, друзья мои, с вами Вальдемар Нефудблогер. И у нас в гостях вот такой прекрасный корнеплод, который называется батат. Или его еще называют сладкий картофель. И я подумал, почему бы не сделать крем-суп из батата и тыквы. Осень все-таки, друзья. Понеслась? Для начала включаем плитку, ставим греться нашу кастрюльку, добавляем туда подсолнечного масла и забрасываем туда мелко нарезанный лук и морковку. Сначала морковку, потом лук. Пока обжаривается морковочка, нарезаем лук. Собственно, почему мы обжариваем морковку? Кстати, лук не надо сильно мельчить, все равно же потом все переваривается. А морковка содержит огромное количество не только бета-каротина, но и витамина В12. А витамины группы В, как известно, они маслорастворимы. Поэтому мы при обжаривании фактически извлекаем из моркови витамины и переводим их в наиболее легко усвояемую для нашего организма форму, то есть масло. Теперь батат. Батат чистится точно так же, как и картошка. Он более твердый, чем картофель, но если посмотрите вот на срез, то он смахивает по цвету изрядно вот на тыкву. Вкус у батата сладкий, как раз таки среднее что-то между картошкой и сладкой тыквой. Поскольку в нем много сахара, и наш суп, соответственно, благодаря вот тыкве, батату и морковке получается, в общем, довольно сладкий, мы его, соответственно, сделаем немножко пряным. Для этого мы запаслись еще, кроме всего прочего, перцем и маленьким кусочком имбиря. Перец тоже нарезаем, сильно не мельчим. И отправляем в кастрюлю. Тыкву нарезаем произвольно, кубиками, дольками, как хотите. Делаем не слишком крупными, поскольку суп у нас должен вариться, чтобы она хорошо проварилась. Кусочки делаем небольшого размера. Батат чуть более плотный по структуре, чем тыква, поэтому нарезаем его чуть-чуть помельче, опять же той же тыквы. Ну тоже так, условными кубиками. После того, как мы положили перец, обжариваем еще буквально 3-4 минутки, чтобы перчик карамелизовался, выпустил весь свой аромат и вкус. Теперь сюда добавляем батат и тыкву. Так, имбирь я на терку. Можно, конечно, его порезать мелко, но он достаточно волокнистый, поэтому я предпочитаю его все-таки в тертом варианте по возможности. Так с ним гораздо будет потом проще работать, не будет волокон в готовом супе. Теперь сверху все это досаливаем. Нам здесь понадобится примерно чайная ложка соли.
И заливаем водой, чтобы она точненько, ровненько практически покрыла у нас овощи. Для небольшого эстетства добавим капельку розмарина. Все-таки вкус и аромат у него исключительно вот такой вот осенний. Он больше, конечно, розмарин чаще используют к мясу, но я вам скажу, что с овощами розмарин творит буквально чудеса. Поперчим хорошенько. И, ну, куда же без паприки. И оставляем минуток на 20-25 кипеть. Минуток 25-30 прошло. Ох, с ума сойти, какие ароматы. Один розмарин чего стоит. Итак, суп готов. Все овощи сварились. Давайте попробуем на соль. Я бы, наверное, чуточку добавил. Остренький, пряненький и одновременно сладкий. Очень интересное сочетание получается. Теперь задача проста. Просто пробиваем всю массу блендером, после чего добавим немного сливок. Сливок я добавляю, здесь где-то у меня 350 миллилитров. Даже не все, вот граммов 300 добавил, по ощущениям должно хватить. И еще разок пробиваем блендером, после чего ставим на плитку. Возвращаем, включаем и просто доводим суп до кипения. Даже хочется ж попробовать. Ладно, я потерплю. Суп получается достаточно густой. Но степень густоты крем-супа, либо любого вот такого супа-пюре регулируется достаточно просто. После того, как у вас овощи сварились, можно слить бульон, весь или частично, потом уже пробить блендером, потом добавить туда сливки и при необходимости бульон добавлять. Но поскольку воды изначально я вот даже не покрыл все овощи, все составляющие, то воды было немного, и учитывайте, что батат, он крахмалистый, как и картофель. И, соответственно, когда суп будет по мере остывания, он будет становиться чуть более густым. Сейчас он закипит и будем пробовать. Чудненько. Супчик закипел, значит готов. Варить его со сливками вместе не нужно. Накладываем. Прям не суп, а солнышко. Где-то у меня были сухарики. Нет, еще один. Вот мне вот сюда сухарик хочется. Вот еще капля обжаренного кунжута. Это вообще на кухне обязательная вещь, когда вы такие вещи готовите. Украсим капелькой оливкового масла. Буквально вот парой капель. И с другой стороны, для контраста, капельку бальзамического уксуса. Как говорила моя сестренка в детстве, когда была маленькая: где моя большая ложка? Ребята, это просто сказочно. Это реально очень вкусно. Это кардинальным образом отличается от того, когда вы кладете в суп-пюре картошку. Вот батат –
реально дал вкус, какого раньше никогда у моего супа не было. Это восхитительно. Ну, вы понюхайте, как это пахнет. Ну да. Ну, я вам скажу одно. Этот суп займет теперь не просто индивидуально, я бы сказал, достаточно почетное место у меня на кухне. Детям должно зайти вот просто огонь. Особенно детям, которые не слишком любят, вот, когда в супе овощи плавают, вот эта мягкая морковка и все остальное. Конкретно, настоятельно рекомендую. И с сухариками должно зайти прекрасно. Сейчас еще ложечку. Очень, очень хорошо. Итак, друзья, суп-пюре из батата и тыквы. Чисто осеннее блюдо. Красивое, пряное, согревающее, с достаточным количеством перца и обязательно капельки имбиря. Ой, мне уже жарко стало. Так что варите, пробуйте, кормите детей, гостей, любимых, себя, естественно, в первую очередь. И после того, как попробуйте и сварите, обязательно об этом напишите внизу в комментариях. Ну и, как обычно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и рассказывайте друзьям. С вами был Вальдемар и Фудблогер. Пока, друзья, и приятного аппетита!